Всем привет, меня зовут Ира, и я уже как год живу в Канаде. И сегодня бы я хотела поделиться своими впечатлениями о том, как мне здесь живется, о том, какие есть плюсы и минусы. Ну и, конечно же, это видео, возможно, будет полезно тем, кто только собирается переехать в Канаду, или тем, кто только вот приехали и еще не совсем понимают, что происходит. Потому что я помню свои первые 3 месяца, они были достаточно сложными. И они как раз почти вот тогда выпали на зиму. Ну а зима, как вы знаете, в Канаде один из главных вопросов для приезжих, для людей, которые переезжают сюда по каким-либо причинам. Поэтому, да, я понимаю все ваши переживания, я их сама пережила. Оставляйте свои комментарии, пишите о том, что вас волнует. Будем собираться и обсуждать это вместе, потому что только так мы сможем нормально пережить это. Ну что ж, перейдем к основной цели этого видео — донести до вас определенные, возможно, советы, возможно, какую-то просто информацию, которую я пережила. Это чисто мой индивидуальный опыт, чисто мое мнение субъективное, поэтому можете его оценивать, но оно только мое, и все. У вас есть наверняка свое мнение, и это прекрасно, замечательно. Можете им поделиться, я тоже буду счастлива его послушать. Ну что ж, Канада — прекрасная, большая страна, огромная. Канада — это страна возможностей, страна, в которую мечтает попасть огромное количество людей, страна, в которой эмигрируют с разных уголков нашей планеты, и на самом деле многие разочаровываются, многие очаровываются Канадой. Вопрос стоит в том, как ты на это смотришь и чего ты от этого ждешь. В общем-то, год назад, в сентябре, я прилетела, получается, в Канаду и ожидала. И я ожидала, что люди будут прекрасные, замечательные, добрые, искренние и просто невероятные. И знаете что? Это оказалось правдой. Совершенно полностью точная правда, потому что люди в Канаде прекрасные. Конечно же, я не могу говорить за всех, и важно помнить, что не бывает идеального мира, какой-то утопии, где есть только прекрасные люди, куда мы приезжаем и тоже становимся такими. Нет. У каждого свой есть характер, у каждого есть свой опыт, своя жизнь, свои родители, свои комплексы, свои травмы. Но все же в целом, если говорить о людях, которых мы встречаем на улице, с которыми мы общаемся в магазинах, то здесь это замечательное, прекрасное общество, которое просто, ну, на высоком уровне находится, потому что коммуникации, эти small talk и так далее, магазинах, здесь на них сильно не давят. То есть если вы приходите в магазин и хотите что-то купить или там что-то, какую-то услугу получить, не ожидайте, что вас сильно будут облизывать, так сказать, в этом магазине, как, например, в Украине, да, где на самом деле, кажется мне, уровень обслуживания, ну, выше, потому что там каждый борется за клиента. Здесь такого нет. Здесь как бы ты работник, они могут разговаривать, да, как бы спокойно себе с друг другом, могут по телефону поговорить, могут еще что-то сделать такое, что, ну, как бы не входит в нормы понимания. То есть в первую очередь клиент, а потом все остальное. А у них клиент подождет, сейчас я доделаю, одну секундочку. Также по телефону звонить, например, записаться на Walk-in Clinic или там где угодно. Я записывалась на Walk-in Clinic. Это странно. Но, в общем-то, например, просто к доктору, family доктор, да, то вы можете там просидеть несколько минут, просто потому что, ну, вам спросят, могу ли я вас, типа, можете ли вы подождать, я оставлю вас на ожидание, и вы скажете «да», и, типа, она так несколько раз может этот человек так сделать, и вы будете ждать. Ну, и то есть вот так вот, то есть интересно. Но, в общем-то, ожидания относительно именно людей, общества, у меня полностью исполнились, и я чувствую себя здесь максимально комфортно. Я родилась в Крыму, и на самом деле с того момента, как я была более осознанна, я понимала, что я хотела бы жить в обществе, в котором, ну, примерно так, как в Канаде, потому что мне тяжело было принимать то, какие злые вокруг люди, почему все друг на друга орут, почему постоянно ссорятся, и почему вообще это происходит. Это было жутко неприятно. То есть я от этого бежала, как бы не было это грустно. Конечно же, не будем забывать и о других аспектах, которые влияют на жизнь в Канаде. И наверняка вы уже слышали о том, что в Канаде, а собственно в городах достаточно больших, развито бомжевание. Ну, точнее, часто здесь встречаются бомжи,
наркоманы и люди психически нездоровые. Я живу в Канаде, я не могу никого осуждать, и я не собираюсь этого делать, потому что я, в принципе, человек такой, что я стараюсь вообще никого не осуждать. Это совершенно нормально, это выбор каждого человека. Единственное, чего я прошу, меня, как бы меня и мою ячейку семьи, моего сына, моего мужа, мою семью не трогать, да, и каждый из нас хочет жить спокойно и не хочет попадать в какие-либо конфликты. Так вот, живя в Канаде, собственно говоря, в большом городе, мы можем попасться в такую ситуацию, где мы будем проходить мимо остановки, а там будет сидеть мужчина, который курит крэк, например. Вот. И он может быть со спущенными штанами, и он может быть неадекватный. Я ни разу не видела, чтобы кого-то трогали, то есть кому-то такие люди подходили, пытались что-то забрать. У меня такой тьфу-тьфу-тьфу, такой ситуации никогда не было, слава богу. И, в принципе, я о таком не слышала. Слышала я о том, есть, и можешь идти. То есть, как бы может закончиться хорошо, может закончиться плохо. Как недавно вроде бы в Эдмонтоне нашего украинца порезали ножом на остановке. Мужчина, который такой недавно приехал, и как бы newcomers, да, и попал в больницу. В общем-то, ну, ситуация максимально неприятная, и чувствуешь себя из-за этого немного небезопасно. Сильно небезопасно. Мои знакомые канадцы мне сразу сказали: не езди на общественном транспорте и не есть в центр. Мне нравится центр, хотя он меня немножко пугает, так же, как общественный транспорт. Я не сказала бы, что он мне нравится, но он меня пугает однозначно, потому что история о том, как в Ситрейне, это поезд, который курсирует по Калгари, зашел мужчина, у которого был топор, и он просто разгуливал и пытался угрожать перед переездом. Конечно же, все говорят о зиме. Зима. Я когда переезжала сюда, летела, я ожидала зимы. Но, мои дорогие друзья, я не ожидала такой зимы. То есть ожидание, знать, что будет холодно, и проживать, когда холодно, это тяжело. Во-первых, начнем с того, что зима в Канаде начинается, ну, во всяком случае, в Калгари, начинается с 1 ноября. Вот 1 ноября стукнуло, уже за окном было под минус 30 и завалило все снегом. То есть как по часам. И закончилось это примерно где-то в середине апреля, может даже, где-то в середине апреля. Ну, то есть вот так где-то, будем считать 6 с чем-то месяцев, 6 месяцев, да, это полноценной зимы. Хорошо, что как бы есть разные районы Канады, да, нужно это учитывать. Где-то холоднее, где-то теплее, типа Бритиш Колумбия, да, там немножко теплее. Но все же нужно это учитывать. В Калгари, например, есть такое явление, как теплые потоки ветра с гор, то есть периодически там становится теплее, периодически холоднее, но в тот момент, когда 3-4-5 дней идет этот холод, ну, ты чувствуешь себя максимально не очень. Я живу в квартире без паркинга. Наша машина стоит рядом с домом, и она замерзает, ее нужно будет по 10-15 минут отмораживать возле дома. То есть, как бы, люди, конечно же, я понимаю, что вы знаете эти как бы вещи, которые известны перед выездом, да, но пережить это, а не придумать у себя в голове, да, это немножко другое. И вот когда сталкиваешься с реальностью, начинаешь задумываться. Я первый год, честно говоря, пока была зима, я уже задумалась о том, что я не могу идти жить, мне очень тяжело, очень много раз. У меня было очень много кризисов, я уже не знаю, доходила к какой-то небольшой депрессии. Я мать в декрете, но я как бы работающая мать в разных сферах, да, у меня есть онлайн не очень. Ну, мне было тяжело. И это нужно учитывать, что зима тоже дает о себе знать. Климат подходит не всем. И это не украинская зима. То есть, понимаете, это не минус 5, минус 7, там морозы максимум минус 15, где ты ходишь и себе там радуешься. Единственное, что здесь очень сухо, например, в месте, где я живу, и, например, даже те же минус 30, они ощущаются, может, как минус 20. Вот так. Не так сильно. Влажность не пробирает аж до дрожи, до костей. То есть, ну, как бы, подумайте об этом. Я не к тому, чтобы вас пугать, а только к тому, чтобы подсказать, да. Я бы хотела посмотреть такое видео перед своим переездом. Я что-то смотрела, но были разные информации, и, может быть, я не увидела что-то подобное. Конечно же, нельзя не вспомнить о том, как выглядит финансовая жизнь в Канаде. Друзья, честно говоря,
бывает тяжко в плане того, что, во-первых, переезжая в Канаду, нужно иметь. Ой, нужно все иметь. Канадский опыт нужно уже сразу иметь, а канадского опыта нет. То есть и ты иногда человек, который приезжает с директорских постов каких-то, да, человек, который был на хорошей позиции в Украине там, или в Европе, например, то он может получить здесь небольшую травму, потому что придется идти работать продавцом, каким-то пекарщиком, уборщиком и так далее. То есть вот так, здесь все нужно будет начинать сначала. Это полностью обнуление, так сказать, Канада — это обнуление, и нужно будет все просто со старта делать. Многие люди, мои знакомые, делали так, что поезжали, например, с Европы, они продавали там квартиры, все, что у них есть, и здесь у них получалось купить, например, машину, больше, в принципе, ничего, потому что цены в Канаде и цены в Европе — это немножко разные цены, конечно, тоже нельзя учитывать, какая часть Европы, но чаще я говорю про Восточную Европу. И поэтому, да, как бы здесь будет полное обнуление. Даже если у вас есть хорошая профессия, то вам нужно будет переучиваться, получать сертификаты, получать бизнес-лицензии, если вы хотите вести свое дело. То есть здесь очень большие изменения вас ждут, а если вы уже здесь находитесь, вы прекрасно это понимаете, да, какие изменения и какие перспективы. То есть нужно вложиться на максимум и получать с этого результат. Потому что, как говорят многие, что в Канаде живет тот хорошо, кто хорошо работает. В принципе, я считаю, что так и живут везде. Если ты хорошо работаешь, если ты знаешь свое дело, если ты целеустремленный, работоспособный, то у тебя все получится. Но в Канаде это работает, мне кажется, x2. Поэтому нужно об этом не забывать, и сложности будут в начале вообще, как бы, если у вас мало языка английского, например, как у меня, потому что я прям слабо-слабо учусь, но тяжело. Все это очень нужно сильно учить, ходить на курсы, максимально все стараться делать. Есть многие люди, которые в такой ситуации, как и я, мамочки с маленькими детьми. Моему ребенку 1,5 года, поэтому как бы мне вообще тяжело куда-то ходить на какие-то курсы. Но если у вас есть, например, помощь какая-то, то это просто супер. Бомба. Бабушки, тети и так далее вообще замечательно. Ну, в общем-то, так, мои дорогие друзья, вот такая ситуация. То есть какие-то есть плюсы, какие-то минусы. Проблемы, с которыми сталкиваются обычно люди, которые приезжают, это языковой порог, языковой барьер, это климат, это другое немножко общество. Но это, в общем-то, в целом другая жизнь. Вообще, если говорить честно, то здесь совершенно другая жизнь. Здесь все другое. Здесь банковская система другая, здесь климат другой, здесь отношение ко многим вещам совершенно другое, здесь квартиры другие, здесь даже не могут, ну, здесь как бы нет такого, что плиту встраивают в кухню, то есть, понимаете, такая, типа, как индукционная плита, которая встроена, они все лишь стоят отдельно, они стоят отдельно, и туда вечно закидывается мусор, я это ненавижу, я не знаю, что с этим делать, и я какие квартиры не смотрела, там везде одна и та же проблема, короче, здесь, правда, все другое. Рассказывать очень можно много, очень. И я буду делать это на своем канале. Надеюсь, вам интересна эта информация. Даже, возможно, тем, кто уже здесь находится и прожил какое-то время. Расскажите, что вам еще здесь как бы составила трудность, потому что я не могу сказать «мне нравится», потому что, с одной стороны, как бы может что-то не нравиться, но с другой стороны, если ты сюда приехал, то нужно здесь ассимилироваться, да, и стараться быть здешним, потому что мы не можем, я читаю много комментариев в Фейсбуке, там разные посты о том, что типа как в Канаде хреново, вообще здесь ничего для нас не делают, уезжаем. Ну, никто никому не должен, друзья, никто никому не должен. Канада сделала для украинцев замечательную программу. Если вы просто другой иммигрант с другой страны, то вы сами понимаете, какой это тяжелый процесс. И, в принципе, тот, кто пробивается, тот и улыбается. Вот так вот. Поэтому то, что уже есть, на том и спасибо. А жаловаться мы, конечно, можем, но какой-то будет результат. Просто продвигать негатив. Давайте мыслить позитивно и вести к тому, чтобы улучшать свою жизнь. А если, кстати, бывает очень много людей, которые просто уезжают отсюда, это нормально. Ну, типа, им не подошло вообще максимально. То есть они подумали, нет, это не мое, точка. Все, и это тоже нормально. Ничего в этом плохого нет. Так что так, мои дорогие друзья, жду ваши комментарии, мне интересно, какие вы еще вот аспекты хотели бы упомянуть. Конечно же, будет другая часть этого фильма, потому что в один фильм тяжело это все уместить. Ну, а вам я желаю хорошего дня, и не забывайте, конечно же, оставлять свои лайки мне будет очень приятно. Все, до свидания, пока.